Макс был известен в городе как специалист по реабилитации проблемных собак, особенно немецких овчарок. За его плечами было 15 лет работы кинологом в полиции и еще 10 лет частной практики с агрессивными и травмированными животными. Когда ему позвонили из районной службы по контролю за животными, он как раз заканчивал работу с очередной овчаркой, помогая ей адаптироваться к новой семье. Голос инспектора звучал встревоженно. Требовалась срочная помощь с собакой, которая провела практически всю свою жизнь на цепи. История была печальной, но, к сожалению, типичный пес по кличке Рекс жил во дворе частного дома, прикованный к будке тяжелой металлической цепью. Поскольку машина Макса была в ремонте, за ним заехал ветеринар из Общества защиты животных. По дороге они обсуждали ситуацию, и даже с учетом богатого опыта Макса, картина вырисовывалась сложная. Собака не просто боялась людей, она превратилась в неуправляемого дикаря, готового атаковать любого приблизившегося к ней человека. Прибыв на место, Макс сразу понял, что ситуация даже сложнее, чем описывал инспектор. Рекс, крупный пес с всклокоченной шерстью, при первом же взгляде на людей залился таким яростным лаем, что даже видавший виды кинолог невольно замер. Собака металась на цепи, оскалив клыки, готовая атаковать любого, кто осмелится к ней приблизиться. «Он никого к себе не подпускает уже больше года», — объяснял хозяин, держась на почтительном расстоянии. «Еду просто оставляю и ухожу». Пытался погладить чуть руку, не откусил. Цепь менял в прошлом году, пришлось подсыпать снотворное в еду, настолько было невозможно подойти. Макс достал из сумки кусочки отварного мяса, обычно это безотказно работало с агрессивными собаками. Но Рекс даже не взглянул на угощение, продолжая неистово лаять и рычать. Только когда люди отошли на большое расстояние, пес молниеносным движением схватил еду, не переставая следить за незваными гостями. Кинолог попробовал говорить разными голосами, от строгой команды до ласкового приглашения. На любой звук Рекс реагировал одинаково взрывом яростного лая. Но в какой-то момент Макс заметил, когда он говорил тихим, спокойным голосом, уши собаки едва заметно дергались, словно пытаясь уловить каждое его слово. От одежды Макса пахло другими собаками, весь день он работал в питомнике. Принюхавшись к этому запаху, Рекс на мгновение перестал лаять, но тут же зашелся в новом приступе ярости, еще более неистовом, чем прежде. Каждый раз, когда Макс пытался сделать хотя бы шаг в сторону собаки, Рекс бросался вперед, натягивая цепь до предела. Звон металла эхом разносился по двору, и казалось, что либо цепь не выдержит, либо пес покалечит себя в попытке достать человека. Макс решил попробовать другую тактику, он медленно отвернулся от собаки, делая вид, что его интересует что-то в другой стороне двора. Лай на мгновение стих, сменившись низким рычанием. В этой тишине было что-то новое, словно недоумение. Следующий час прошел в попытках приблизиться к собаке хотя бы немного. Макс двигался невероятно медленно, очень короткими шагами. Иногда останавливался на 15-20 минут, давая Рексу привыкнуть к его присутствию на новом расстоянии. Пес уже не лаял постоянно, но рычание не прекращалось ни на секунду. Каждое движение руки в сторону собаки вызывало новую волну агрессии. Но Макс заметил, если держать руку низко и двигать ее очень медленно, Рекс следил за ней с меньшим напряжением. В его глазах появилось что-то похожее на любопытство, хотя оно все еще тонуло в море страха и ярости. В какой-то момент даже у опытного кинолога мелькнула страшная мысль, возможно, животное настолько травмировано психологически, что единственным гуманным выходом будет усыпление. Но эта мысль была настолько невыносима для человека, посвятившего жизнь спасению собак, что Макс решил попробовать еще один, последний подход. Он попросил всех отойти как можно дальше и просто сел на землю в нескольких шагах от будки. Время шло. Солнце медленно клонилось к закату. Рекс продолжал рычать, но его голос изменился, в нем появились нотки неуверенности и любопытства. Почему этот человек не уходит? Почему не пытается приблизиться? Что ему нужно? Прошло еще 1,5 часа. Стало смеркаться. И вдруг произошло что-то удивительное, пес перестал рычать. Он все еще внимательно следил за каждым движением человека, но его поза стала менее напряженной. Хвост, до этого поджатый, чуть опустился. Оскал исчез, хотя губы все еще были слегка приподняты, обнажая клыки. Макс очень медленно достал из кармана специальный захват для работы с агрессивными собаками. Это был критический момент, либо он справится сейчас, либо придется начинать все сначала. Каждое движение могло спровоцировать новый взрыв агрессии. К удивлению всех присутствующих, Рекс позволил приблизиться достаточно близко, чтобы освободить его от цепи. Его тело было напряжено как струна, но он больше не пытался атаковать.
В тот момент, когда тяжелая цепь наконец упала на землю, с собакой произошла удивительная трансформация. Словно какая-то невидимая пружина разжалась внутри него. Рекс застыл на месте, потом осторожно сделал шаг вперед, впервые за долгое время неограниченной длиной цепи. Когда пса перемещали в фургон Общества защиты животных, никто не мог поверить своим глазам, он шел спокойно, не пытаясь укусить или вырваться. А когда Макс решил провести с ним еще несколько часов, вместо того, чтобы сразу отправить в приют, произошло настоящее чудо. Без цепи Рекс начал меняться на глазах. Сначала это были едва заметные признаки, менее напряженная поза, более спокойный взгляд. Потом пес впервые осторожно потянулся носом к протянутой руке Макса. Не для того, чтобы укусить, чтобы понюхать. В этот момент его хвост, все еще опущенный, едва заметно качнулся из стороны в сторону. К вечеру Рекс уже позволял Максу находиться рядом, а через несколько часов произошло то, во что сложно было поверить. Пес сам подошел за лаской. Его походка изменилась, из напряженной и скованной она превратилась в мягкую, почти кошачью. Плечи расслабились, хвост начал подниматься все выше. На следующий день это была совершенно другая собака, спокойная, дружелюбная, ищущая контакта с человеком. Когда Макс отправил фотографии в службу по контролю за животными, там сначала не поверили, что это тот же самый пес. На снимках Рекс спокойно лежал рядом с человеком, позволяя себя гладить, а в его глазах больше не было ни страха, ни агрессии, только умиротворение и доверие. Абсолютно никакой специальной реабилитации не проводилось. Не было использовано никаких особых методик или лекарств. Единственное, что изменилось в жизни Рекса, исчезла цепь, которая годами ограничивала не только его движение, но и психику. Эта история стала еще одним доказательством того, о чем Макс говорил годами: содержание собак на цепи не только негуманно, но и чрезвычайно опасно. По статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний, цепные собаки почти в 3 раза чаще кусают взрослых и в 5 раз чаще детей. Но главная, цепь лишает животное возможности быть тем, кем оно должно быть, верным другом человека. Сейчас Рекс готовится к переезду в новый дом. Несколько семей уже выразили желание взять его к себе. А Макс использует эту историю в своих лекциях, показывая, как важно бороться против практики содержания собак на цепи. Ведь иногда достаточно просто снять цепи как физические, так и психологические, чтобы спасти жизнь и раскрыть настоящий характер собаки. Каждый раз, когда я вижу собаку на цепи, говорит Макс, я вспоминаю глаза Рекса, сначала полные страха и ярости, а потом благодарности и доверия. И понимаю, что нет ничего невозможного, если действительно хочешь помочь. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.